Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. В этой части мы с вами вяжем голову зайчику, оформляем ее и пришиваем к уже связанному туловищу. А все остальные части можно найти в описании под этим видео. Приятного вам вязания! Вяжем нашему зайчику голову. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Затягиваем колечко, вяжем следующий ряд второй, провязываем прибавка 5 раз. Получается в каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. Первая прибавка. Вторая. И пятая. В общем, получилось в ряду 10 столбиков. Следующий ряд третий. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик. В следующую петлю провязываем прибавку. Повторяем так до конца ряда, и в итоге у нас получится 15 столбиков в ряду. В четвертом ряду провязываем 1 столбик без накида, прибавка. Дальше вяжем 2 столбика, прибавка 4 раза. И довязываем до конца ряда 1 столбик без накида. Получилось у нас сейчас 20 столбиков. В пятом ряду провязываем 3 столбика без накида, прибавка. Так повторяем 5 раз. Второй столбик, третий, прибавка. Довязываем ряд, и получается у нас в итоге 25 столбиков без накида. В шестом ряду вяжем 2 столбика, прибавка. Дальше провязываем 4 столбика без накида, прибавка 4 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, вяжем прибавку. И довязываем до конца ряда 2 столбика без накида. В общем, у нас получилось 30 столбиков. В седьмом ряду провязываем 5 столбиков, прибавка, первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. Повторяем так до конца ряда, и получается у нас уже 35 столбиков. В восьмом ряду провязываем 3 столбика, прибавка. Дальше вяжем 6 столбиков, прибавка 4 раза. И довязываем до конца ряда оставшиеся 3 столбика. Первый, второй и третий. Получилось у нас в этом ряду уже 40 столбиков без накида. В девятом ряду провязываем 7 столбиков без накида, прибавка 5 раз.
В 10 ряду провяжите 45 столбиков без накида. В 11 ряду провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем прибавку. Далее провязываем 8 столбиков без накида, прибавка 4 раза. И довязываем до конца ряда оставшиеся 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. В следующем 12 ряду провяжите 50 столбиков без накида. В 13 ряду провязываем 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и прибавка. Повторяем так еще 4 раза до конца ряда. И следующие ряды с 14 по 23, это получается всего 10 рядов, провяжите по 55 столбиков без накида. 10 рядов провязали. Дальше устанавливаем безопасные глазки. У меня 12 миллиметров. Устанавливаю я их между 15 и 16 рядом. И расстояние между ножками глазок 24 столбика без накида. Продолжаем вязать дальше. Следующий ряд. 24. Провязываем одну убавку и довязываем до конца ряда 53 столбика без накида. В 25 ряду мы вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и провязываем убавку. Так повторяем до конца ряда. Всего у нас должно получиться 6 убавок. Получается 7 столбиков без накида, убавка 6 раз в ряду. И в ряду получится 48 столбиков. В 26 ряду провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Вяжем убавку. Дальше вяжем 6 столбиков без накида, убавка 5 раз. И довязываем до конца ряда оставшиеся 3 столбика. В 27 ряд провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем убавку. Довязываем так до конца ряда еще 5 раз. Получается у нас в этом ряду 36 столбиков. Добавляем наполнитель. В 28 ряду провязываем 2 столбика. Первый, второй, убавка.
Дальше вяжем 4 столбика без накида убавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, убавка. И довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика. Добавляем еще наполнителя и вяжем следующий ряд. 29, 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И вяжем убавку. Повторяем так еще 5 раз до конца ряда. В итоге у нас получается 24 столбика. В 30 ряду провязываем 1 столбик без накида. Убавку. Два столбика без накида, убавка 5 раз. И довязываем 1 столбик без накида до конца ряда. Получилось у нас сейчас 18 столбиков. И завершающий 32 ряд мы провязываем подряд 6 убавок. Шестую убавку я провязываю так. Вытягиваю ниточку, но дальше не вяжу столбик без накида, а сразу вывожу как соединительный столбик. Воздушная петля, ниточку вытягиваем чуть подлиннее и обрезаем. И дальше с помощью иголочки начинаем закрывать оставшиеся отверстия. Вводим иголочку с наружной стороны во внутреннюю, захватывая переднюю полупетельку. Первую, дальше следующую. Вторую ниточку сразу подтягиваем. Третью. Четвертую. Пятую и шестую полупетельку. Обхватываем, все затягиваем, вводим иголочку в серединку, выводим внизу. Нижняя часть — это там, где расстояние между глазками больше. Выводим в нижнюю часть, у нас здесь будет шея. Примерно посмотрите, в каком месте будет шея, чтобы там сделать узелочек, и его не было бы видно. Голова будет располагаться вот так. Делаем узелок. И ниточку обрезаем. Сейчас мы с вами сделаем утяжку глаз. Берем также большую иголочку и нить, из которой вязали самого зайчика. Вводим иголочку снизу головы, оставляя хвостик, выводим сбоку глаза. Получается верхняя часть, вот это нижняя.
хвостик оставили. Вводим иголочку теперь с другой стороны глаза и выводим со стороны второго глаза. Здесь отступаем с обратной стороны. И теперь по этим точкам 2-3 раза. Глазки подтягиваем. Смотрите, чтобы не убежал хвостик. Еще раз. Вывели, этот глаз подтянули. Вот видите, он немножко впадает. Еще раз. Смотрите, чтобы глазки были утянуты одинаково. Не получилось так, что один глазик впал, а другой остался выпуклый. Все, после того, как сделали утяжку, выводим ниточку туда же, где оставили хвостик. В эту же точку. Еще раз хорошенько все подтягиваем. И завязываем узелочки. Обрезаем эти хвостики. Все, утяжечка готова. Такой получился зайчик. Теперь нам нужно сделать, по желанию, если хотите, можно сделать реснички и здесь вышить такой носик небольшой с ротиком. Я буду делать это коричневой ниточкой, почти под цвет глаз. Также хвостик оставляем внизу, выводим со стороны глаза, предположительно там, где будет заканчиваться ресничка. Вот так просто выглядит ресничка. То же самое делаем со второй стороны. Так, здесь я отступила один ряд, значит здесь будет примерно вот на этом месте ресничка. Вот так. Теперь здесь находим, ну вот у меня как раз вывелась иголочка в серединку. От кольца амигуруми примерно 1, 2, 3, 4, 5 рядов вниз. И втыкаем иголочку в кольцо. Вышиваем будто бы буковку У. Вот что получилось. Носик и ротик сразу. Теперь хвостики также завязываем, обрезаем и прячем внутри головы. Чтобы не осталось видно вот этой дырочки, можно просто с помощью иголочки вот так их расправить немножко, и ничего не будет видно. Все, голову почти всю доделали, остается нам пришить только ушки. Так, я уже одно пришила ушко, чтобы посмотреть, как это делать. Теперь давайте вместе пришьем второе.
Нужно сложить ушко пополам. Для этого с этой стороны, где мы закончили вязание, я обхватываю один столбик. И теперь с противоположной стороны также обхватываю. Подтягиваю их, соединяя вместе. Вот так. Теперь находим место на голове, где будет ухо располагаться. Примерно на 20 или 21 ряду я начинаю пришивать ушко. Захватываем сначала один столбик на голове. И теперь захватываю столбик на ушке в начале за одну только половиночку пока что. Подтягиваю. Дальше я следующий столбик на голове захватываю. И теперь уже второй столбик от ушка. Тоже опять хорошо подтягиваем. Следующий. Получается, сейчас пришили переднюю часть. Теперь идем на затылок и вот таким полукругом, как ушко, также все пришиваем. Получается, к затылку у меня это занимает все 3 ряда. Так, основную часть пришили, теперь красиво формируем спереди наш шовчик, который мы делали в начале. Прошиваем ушки между собой, ушко, вот это, которое сложно у нас, вверх на пару рядочков. Вот так получается. Возвращаемся. Сейчас я здесь спереди посимпатичнее доделаю. И все готово. Хвостик вывожу к первому в ту же самую точку. И теперь здесь их также завязываю на узелочек, как мы делали с ниточкой для бровок и носика. Завязали, обрезали и спрятали внутри головы.
Готово. Все, ушки пришиты. Вот что у нас получилось. Начинаем пришивать голову к туловищу. Для начала находим нужное расположение. Примерно вот так. Не совсем вот так, чтобы не было такого ровного перехода от спины к голове, к затылку. Немножечко пододвигаем. И теперь, когда нашли нужное положение, с помощью 2 спиц скрепляем временно голову и шею, чтобы в процессе пришивания голова не болталась. Спицы берите тоненькие, чтобы здесь не было большой дырочки. Втыкаем спицу в наполнитель. Сейчас давайте я вам так расскажу, а сделаю это за камерой, немножко неудобно. Получается, спицу вводим наискось, крест-накрест делаем вот так. Не просто ровно 2 спицы воткнули, а немножко под углом одну и под другим углом другую. Вот так выглядит эта красота. Вот у меня спицы наискось. Все, укрепили. Никуда она теперь не болтается, так очень удобно пришивать. Дальше вводим иголочку, захватывая столбик на голове. И захватываем столбик поперек, получается. Обхватываем столбик на шее. Так поочередно. Снова захватывая столбик на голове и обхватывая столбик шеи. Пришиваем таким образом по кругу голову. Добавляйте наполнитель, чтобы шея была плотная. Когда останется прошить столбиков 5, окончательно добавьте хорошо прям наполнитель. И после встретимся с вами снова. Я подключусь и покажу, как спрятать кончик ниточки от пришивания головы. Пришили голову. Сейчас давайте я сразу покажу еще раз, как спрятать теперь вот эти дырочки от спиц. Получается вот так. Соединяем столбик опять вместе. Подправляем. И все, никаких дырочек уже не видно. Теперь, возвращаясь к зайке, дошили последние столбики. Тоже смотрим, чтобы здесь красиво заканчивалось вязание. Шов, точнее, по привычке. Так, теперь переносим иголочку под ручку. Прямо вот под самое ее основание. И теперь здесь под этой ручкой я делаю маленький такой узелочек, чтобы закрепить ниточку. И теперь провожу несколько раз через туловище. Вот. Все красиво, ничего не видно. И нигде у нас нет этих некрасивых узелков на видных частях. Все, ниточку можно обрезать. И наш кролик, зайчик готов. Дальше мы встретимся с вами в следующей части, в которой мы свяжем ей ботиночки и свяжем ей красивое платьице.